В магазинах не могу спокойно пройти мимо вот таких стеклянных декоративных камешков, которые называются marbles. Их используют в дизайне и флористике, оформляя аквариумы, цветочные и интерьерные композиции. У меня накопилось их некоторое количество, и в этом видео покажу, как сделала декоративную подвеску, которой можно украсить балкон, беседку или сад. Привет, меня зовут Лилия, и вы на канале Лилия DIY Art Stories. Для работы, кроме камешков, мне еще понадобится проволока разной толщины 0,8 мм, 1,2 мм и 1,6 мм. Кусачки, плоскогубцы и круглогубцы. Проволоку лучше брать оцинкованную, чтобы она в дальнейшем не подвергалась коррозии и не покрывалась ржавчиной. Делаю набросок-схему, по которой и буду сгибать проволоку и намечать места расположения камешков. У меня получились элементы с размерами 17 на 26 см, 5 на 11 см и 4 на 6 см. И обозначаю центр фигуры. Камешки не имеют отверстий, поэтому каждый буду оборачивать проволокой и дальше соединять между собой. Прикладываю проволоку, оставляя сверху длину примерно 5 см. Снизу мне нужно сделать петельку. Сворачиваю ее вот таким образом. С помощью круглогубцев сначала концы проволоки загибаю вниз, а затем отворачиваю их вверх. И получается петелька. Дальше камень огибаю проволокой, стараясь уложить витки в разных направлениях. Кончик закручиваю и лишнее откусываю. И конец проволоки сворачиваю в петлю подвес. Точно так оборачиваю проволокой и камешки меньшего размера. Несколько подвесок будет с бусинами. Для них я делаю проволочные подвесы так, как это делается для бусин в бижутерии. И собираю получившиеся элементы в цепочку. В итоге заготовила 10 подвесок. Одна из них длиннее остальных и отличается не только набором бусин,
но и тем, что толщина проволоки у нее толще – 1,2 мм, так как на этой подвеске будет закреплена вся конструкция. Из самой толстой проволоки толщиной 1,6 мм по нарисованному шаблону скручиваю элементы основания. Сверху по центру нужно сделать небольшой выступ для дальнейшей фиксации подвеса. Раскладываю подвески так, как потом они будут закреплены, и отмечаю маркером на проволоке эти точки, а также места стыковки всех элементов основания. Из тонкой проволоки делаю 5 поперечных полосок и этой же проволокой скручиваю все элементы основания. Здесь на кончике завитушек уже нанизала круглые прозрачные бусины. В готовой работе такие бусины будут на всех кончиках. Еще 10 небольших камешков оборачиваю проволокой, но конец проволоки пока никак не скручиваю. Получившиеся камешки закрепляю на основание. Из проволоки 1,2 мм сначала скручиваю спираль, которую потом разрезаю на колечки. Эти кольца затем буду добавлять при необходимости на подвески. И теперь, когда все подготовлено, закрепляю все подвески. Центральные подвески скрепляю 2 кольцами, чтобы их лицевые стороны располагались в одной плоскости. Во второе колечко продеваю и основание. Навешиваю и остальные подвески.
Такая декоративная подвеска будет здорово смотреться в беседке, на балконе или же в вашем саду. Если понравилось, буду рада вашим лайкам и комментариям. Они помогают развиваться этому каналу. Всем спасибо за внимание и, как всегда, жду на своем канале.